запуска МВНО на собственных сетях. Вы представили доклад, в котором рассказали об успешности модели МВНО и о трудностях, которые приходится преодолевать в реалиях рынка России. Насколько, на ваш взгляд, похожа ситуация в России на состояние дел в других странах? Ну, я бы отметил, что рынок телекома, он очень схож для России и Европы, и других стран. Есть одинаковые тренды, мы их прекрасно понимаем и с ними работаем. Единственное, что я бы хотел отметить, что, как и в любой другой стране, есть национальные особенности. У нас очень большая многонациональная страна с огромными территориями, и многие наши города-миллионники сопоставимы с целыми странами в Европе. Соответственно, очень многие бизнес-процессы, они выстраиваются под нашу страну и под наши особенности, в том числе и работа, например, с госорганами. Поэтому есть, конечно, общие черты, но и различия тоже присутствуют. Но единственное, что бы я хотел отметить, конечно, взаимодействие с МВНО-партнерами, это должно быть долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Спасибо. Как вы считаете, Мегафон может перенести свой успешный опыт в России на другие страны? Или все-таки приоритетом является расширение МВНО домашнего? Я бы сказал, что на текущий момент мы, конечно, сконцентрированы на рынке нашей большой страны. Я считаю, что этот рынок имеет огромный потенциал. Но поскольку мы являемся публичной компанией и несем некую ответственность перед акционерами, если мы увидим интересную выручку в других странах, мы, конечно, рассмотрим возможность выхода на рынки других стран. Но в первую очередь я бы отметил, что это решение акционеров и руководства нашей компании. Если все-таки продолжать разговор о развитии в России, МВНИ и проектов Мегафон может состояться в ближайшем будущем? Я бы сказал, что у нас уже есть некие шаблоны МВНО и МВНИ решений, которые мы можем предлагать нашим партнерам. Но еще раз хотел бы отметить, что партнерство должно быть взаимовыгодным и интересным. И я бы сказал, что в недалеком будущем мы еще лучше сделаем нашу платформу более гибкой. То есть, да, есть. Вот, дополнительно хотел бы отметить организаторов данного мероприятия, сказать спасибо. Действительно, очень интересные темы обсуждаются. И есть чего послушать и чего пообсуждать. Огромное спасибо. Может быть, что-то уже услышали такое, что вызвало какие-то размышления, какие-то тренды? Тренды, конечно, понятны. Мы сейчас живем в интересное время, время перемен, время, когда OTT-сервисы набирают там достаточно большой масштаб. Мы видим, что мы переходим из инфраструктурной компании, из инфраструктурного преимущества в сервисное преимущество. Мы с этим действительно работаем, и я скажу, что мы как компания-оператор несем социальную ответственность перед нашими абонентами.